основным предметом исследования являются неформальные объединения мигрантов. Это вот альтернативное построение правоохранительной, интегративной, экономической, других форм систем, поскольку мигранты не могут опираться ни на правоохранительные органы России, они им не доверяют, ни на НКО, они про них ничего не знают, ни на диаспоры, они их подозревают в желании себя закабалить. Они создают такие вот объединения. Не всегда эти объединения хороши, но тем не менее они достаточно эффективны, что я покажу, надеюсь, в своем докладе. Впервые мы сделали этот замер в 2007 году, повторили в 2009 и в 2011. Замеры проводятся в конце января, начале февраля года, поэтому они имеют отношение не к тому году, за который опрашивают, а за предыдущий год. Период проведения опросов связан с тем, что именно в этот период мигранты находятся дома. В другое время мы их элементарно не можем поймать. Итак, в 2007 году, как вы видите, было значительно больше независимых мигрантов, которые не являлись членами объединений. Мы задавали вопрос «почему?», но поскольку у нас получались разные ответы, мы не можем их собрать здесь. Наиболее таким распространенным ответом было то, что именно в 2006-2007 году было послабление законодательства, и у мигрантов было ощущение эйфории, что теперь они сами могут все в России. В то же время в 2007 году было гораздо меньше членов добровольных сетей, гораздо больше функционеров сетей. Функционерами мы называем тех лиц, которые не получают основную прибыль от существования сети, не являются ее держателями, но в то же время получают стабильную оплату от держателя сети просто за организацию процесса взаимодействия с членами сети. В 2009 году, и я думаю, это объясняется экономическим кризисом, потому что это был один из первых ответов, уже большее количество мигрантов объединились в сети, и вы можете увидеть, что именно в этот период был резкий рост людей, которые вынужденно стали членами неформальных сетей. Вынужденные члены неформальных сетей – это люди, которые фактически находятся в рабстве. У них, как правило, изъят паспорт. У них изъяты либо не оформлены вообще другие документы, они не получают денег до тех пор, пока они не поедут домой. Что касается добровольных членов сетей, они не всегда получают деньги сразу, но функционеры сети организуют перевод с какой-то стабильной суммы, в среднем $100, домой по системам Unistream, по системам «Контакт». И эти деньги стабильно уходят, поэтому люди предпочитают сидеть в этой сети. Добровольных членов сети, как вы видите, все растет и растет, причем это показывает, что люди все больше понимают удобства этих объединений, и вот в 2011 году более половины мигрантов оказались вовлеченными в добровольные сети. При этом в недобровольные оказалось вовлечено около 13%. Таким образом, 2/3 оказалось в сетях. Функционеров сетей, конечно, мало. В сети у так называемых хороших бригадиров, вот эта вот сеть, как правило, называется бригадой. В сети у хорошего бригадира, как правило, от 30 до 50 человек, в среднем 36. В так называемой плохой сети, там, где фактически осуществляется рабство, около 80 человек. В связи с этим функционеров в хорошей сети всего 2, а в плохой сети, ввиду того, что нужно осуществлять более строгий контроль, разбегутся. Их, как правило, 8-10. Каким образом люди попадают в эту сеть? Достаточно стабильное количество людей привозит функционер сети. То есть это вербовщик и перевозчик, как правило, это одно и то же лицо.
он осуществляет фактически организацию незаконной миграции, потому что миграция из Узбекистана без разрешения лично премьер-министра Узбекистана на трудовую миграцию, она в любом случае незаконна. Более того, то, чем занимается Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана, оно тоже организует нелегальную трудовую миграцию, потому что наши мигранты называются учебными, а фактически работают. Поэтому это в любом случае подпадает под действие 135.1 статьи Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Многих привезли друзья или родственники. И, как видите, в 2007 году это была скорее вербовка в рабство, а в 2011 году это была именно помощь, это желание своего родственника внедрить в хорошую организацию. Часть людей оказались в этих сетях, потому что они потеряли документы, например, паспорт, или утратили легальный статус, не смогли вовремя выехать, не смогли оформить разрешение на работу, и у них не осталось другого выхода, как опираться на кого-то, кто будет их прикрывать. И они нашли себе это прикрытие в сети. Не могли найти работу. Здесь вы видите, как колеблется ситуация. Это, вероятно, какая-то связь с экономическим кризисом имеется. Но, может быть, еще какие-то причины, у нас просто не хватило ресурсов дообследовать это. Есть такое явление, как «продал другой бригадир». Оно было особенно распространено в середине 2000-х, когда бригадиры передавали паспорт другому лицу, получив за это деньги, и фактически человека продавали. Поэтому могла идти четко речь о ситуации торговли людьми. У нас были еще очень распространенные ответы, что везде одинаково, а я смирился, я буду здесь. Уже привык к этому бригадиру, это другой вариант ответа, но он как бы более высоко оценивающий собственное положение. Очень много ответов, так легче найти работу и жилье, и всякие другие причины. Обратите, пожалуйста, внимание на это другое, потому что в 2011 году именно резко сократилось количество вариантов, и большинство вариантов перетекло в «так легче найти работу, жилье». Я думаю, что связано это с ужесточением миграционного законодательства, с жутким сокращением миграционных квот на разрешение на работу, и у людей просто не осталось другого выхода. Членство мигрантов в неформальных сетях, как видите, большинство женщин свободны, но женщины очень редкие гости из Узбекистана, а мужчины в основном от 31 до 45 и от 20 до 30 в большинстве случаев вовлечены. Национальность. Национальность, как мы выяснили, оказывает некоторое влияние на вовлечение в сети, но не столь большое, как, например, регион происхождения. Оказалось, что узбеку из Худжанта и узбеку из Намангана гораздо легче попасть в одну сеть, чем узбеку из Намангана и узбеку уже из Кашкадарии, допустим. Они в одну сеть не попадают, они объединяются по региональному признаку. В многих случаях это объединение происходит благодаря тому, что один функционер ездит в один регион. И это преимущественно те, которых привезли функционеры. Кроме того, существуют еще сети родственников, которые накрывают, например, Наманганский вилаят и Ошскую область Кыргызстана. Это связи между узбеками, что позволяет организованно вместе приезжать на работу. Другие национальности, как вы видите, значительно меньше вовлечены в сети. Вот русские, например, только добровольно являлись членами какой-то крошечной сети, причем это сеть, объединяющая русских же и выходцев же из одного региона. Гражданство. Вот эти данные, они не репрезентативны, потому что это данные по обращениям на мою горячую линию. Это данные проблем. Да? Как видите, но из этого видно, у кого возникают проблемы. У азербайджанцев проблемы возникают редко, и они чаще всего свободны. Армян, кроме свободных, просто ко мне не обратилось ни одного. Видимо, объединенные в сеть армяне успешны. Белорусов обращалось очень мало, и это опять же сети между собой. Грузин не было ни одного несвободного.
Казахи существовали только в виде добровольных членов конкретной сети, либо держателей сети. Причем в этой сети, в которой держателями являлись казахи, они были не, вот те члены сети, они были кыргызы и узбеки из Кыргызстана. Ну вот в интересный факт, то, что не русские в России столь же часто, как как граждане Узбекистана, объединены в неформальные сети недобровольно. Эти так называемые нерусские – это в основном выходцы из Северо-Кавказского федерального округа, и они объединяются в эти сети по национальному и по земляческому признаку и вляпываются в проблемы с работодателями. Эта диаграмма нужна для того, чтобы вы просто сравнили, что в принципе набор тех секторов, в которых заняты узбекистанские мигранты, независимо от сети, совпадает фактически с набором, в котором заняты узбекистанские мигранты, члены сетей. То есть профессия не влияет на включенность в сеть. Какие выгоды и какие недостатки существуют от того, что люди включаются в эту неформальную сеть? Безусловно, независимые мигранты значительно чаще поставлены на легальный миграционный учет. А вот разрешения на работу, объединенные в добровольную сеть, имеют чаще, чем свободные. Дело в том, что в так называемых хороших бригадах бригадир берет на себя первоначальные расходы по оформлению документов. Конечно, это далеко не во всех бригадах и далеко не для всех членов бригады, а только для самых квалифицированных рабочих, которые долго будут работать на конкретном объекте, но тем не менее это так. Легально трудоустроены оказались, что было для меня сюрпризом, вынужденные члены сетей. Дело в том, что это связано с запродажей их на предприятие. На них их бригадир заключил договор и изымал часть их зарплаты просто вот из кассы предприятия. Я думаю, что это не показательно, это просто так случилось в результате исследования. Гарантированно получают что-то вроде зарплаты, гарантированный минимум, меньше которого не будет, практически все члены сетей, а вот у мигрантов свободных этих шансов гораздо меньше. Обеспечены жильем и питанием практически все члены сетей, независимо от добровольности. Отправляют домой часть зарплаты, свободные чаще. Но, тем не менее, достаточно часто отправляют и рядовые члены сетей добровольных и недобровольных. Тут оказалось, опять же, что недобровольные отправляют домой чаще, но это не они отправляют. Это потому, что они вошли в сеть на условиях, что $100 уедет ко мне домой. Чувствуют себя защищенными от госорганов, извините, оно не поместилось, чувствуют себя защищенными от госорганов в гораздо большей степени члены сетей, в том числе недобровольных, чем свободные мигранты. Чувствуют себя защищенными от произвола работодателей гораздо больше добровольно объединенные в сеть мигранты, чем недобровольно объединенные и чем свободные. Свободно распоряжаются своим временем, естественно, свободные, самостоятельно выбирают работу, естественно, свободные, жилье, распоряжаются зарплатой, тут преимущество на стороне свободных мигрантов.